Друзья, всех приветствую! В сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим два Range Rover по низу рынка. Они с моторами 4.4 атмосферный и 3.6 дизель. Также мы с вами посмотрим на ралли 12-часовой, где будет участвовать мой друг Кирилл. А еще мы заберем из детейлинга машину моего друга, 405 рестайлинговый Range Rover, и посмотрим, что же ему там сделали. Всем привет! Сейчас вышло объявление. Черный Range Rover 2006 года на черном салоне дорестайлинговом, но уже с рестайлинговым мотором, получается, 4.4 атмосферный Jaguar, 306 сил. И его такая особенность, я после того, как купил отчет, в том, что у него с 2006 года по 2020 год был один владелец. И я посмотрел объявление о продаже в 2020 году. Там прям стопка таких бумаг об обслуживании и так далее. То есть, это прям подкупает сильно, конечно. Вот, собственно, поедем сейчас посмотрим, что машина из себя представляет. Естественно, после 2020 года машина пошла по рукам. Сейчас продает перекупщик. Непонятно, что она из себя представляет. По-моему, там что-то где-то была формулировка про наше любимое ГБО. Видимо, черные машины без... черные Range Rover без ГБО не существуют. Покажи, что там, кто подключает. Вот. Пиздец. Я их даже тоже не знаю. Что по кузову? Они, блядь, и у них и днище, походу, будет ебать. Да? Как у него днище? Вот это вот покажи. Посмотрели сейчас машину, естественно, при продавце, я просто считаю, не особо этично снимать это все. Парень молодец, парень перекупщик, но не скрывает этого, говорит все как есть, все вроде честно по факту. В чем смысл у машины? Для моих целей она точно не подходит. Вот если просто брать, вот, допустим, на зиму надо перекантоваться на какой-то машине, вариант отличный. То есть, условно, сторговаться, если там получится до 800 с ним, взять ее и вот просто ездить каждый день. Коробка не пинается, мотор работает нормально, да, есть какие-то течи, запотевания и так далее. Подвеска не стучит. В целом, вот за ровер по низу рынка нормальное, адекватное состояние. Мне, как повторюсь, как я сказал, мне он не подходит под мои цели, потому что арки задние, они типа как бы ремонтированы, то есть внешне выглядит нормально, но видно прям треснутый слой шпаклевки, видно, как это все делать, то есть это все опять надо срывать, скрывать, то есть бюджет этой машины выйдет 1.2, 1.3, и что мы получим на выходе? Черный, на черном салоне с 4.4 мотором за, как бы, типа там продажную цену 1.3, 1.4, да, зачем он нужен? Лучше я бы предпочел не какой-то сделанный, переделанный там за эти деньги черный на черный, а попытаться найти там какой-то не поднятый с колен, потому что как бы какой-то культурной ценности этот экземпляр не представляет из себя никакой. Ну вот поэтому как бы все. В общем, игра не стоит свеч с этой машиной. Как-то так. О, справа есть. Снимай.
Это получается у нас перепад высоты и, соответственно, дико обледеневшая дорога. Сейчас приехали поддержать нашего друга Кирилла Чернова. Многие его знают, наверное, как авторевизора. Вот у них сейчас проходит 12-часовая гонка на выносливость, 12 часов подряд. Люди долбят вот на этих всех машинах по этому ледяному кругу и просто меняются пилотами. Такой вот. Друзья, я буду рад вас видеть у себя на телеграм-канале, ссылка будет в описании. Также у нас существует группа по Land Rover, там мы обсуждаем различные вопросы ремонта, эксплуатации, делимся фотографиями своих машин. Я слежу, чтобы в сообществе был правильный микроклимат, чтобы не было ни конфликтов, там, ругательств и так далее. Также недавно мы разработали свое клубное лого, и я напечатал наклейки на специальные автомобильные пленки. Они совершенно бесплатны. Поэтому, если вас заинтересует, проходите. Во-первых, буду рад видеть вас в сообществе, и также забирайте наклейки. Так, ну все, приехали мы забрать машину после детейлинга. Полировали диски. Каждый диск по 2-2,5 часа. Полностью кузов, он уже покрыт в пленку. Отполировали, покрыли керамикой сверху. Видите, какой гидрофоб. Все сверкает. И также много работ по салону было. Ну, базовая это там химчистка. Полностью отпарили кожу. Меньше стало таких заломов. Запах очень приятный вернулся, такой новой машины. Отполировали все дерево везде. По комплексу работ около, по-моему, 120 мой друг заплатил за все эти вещи. Вот. Вот так вот. Так вот приведение в порядок стоит современной машины, чтобы в идеальном состоянии содержать. По салону, как я уже говорил, сделали полировку дерева, всю кожу отпарили, почистили, нанесли керамику на кожу. Ну, то есть максимальный фронт работ сделали. Я, конечно, не особо сторонник там керамики на кожу. Мне как-то больше по душе просто пройтись очистителем с парогенератором и потом уже каким-то защитным составом, кремиком это все увлажнять. Ну, вот, хозяин барин, что. Все блестит, все свеженькое. Хотелось бы заметить, что вернулся вот даже, знаете, не вот этот вот тонкий запах кожи яркий. Вернулся запах новой машины. Вот этот запах комбинации новых материалов. Запах ковра нового, запах кожи новый. Вот как-то ощущение. Вот так вот выглядит салон. Все внутри блестит, все глянцевое, новое лобовое. Дворники просто великолепно. Чистят все в антидожде. Все сделано очень приятно. Ну, прямо реально ощущение. Вот если бы не сиденье вот это вот рестайлинговое, где они сделали такую вот кожу, вообще было бы, конечно, ощущение новой машины. Как будто даже близко не пахнет 60 тысячами километров. Ну, вот если бы не вот эти вот. А так сзади вот вообще прекрасно. Все матовое, красивое. Вот так вот дерево отполировано. Но есть, конечно, вопросики, потому что какие-то царапины остались. И, на что мне мастер сказал, что это глубокие царапины, дальше уже будет как волной эффект. А так вот. По Ультимейту я спросил у него, сколько будет стоить детейлинг. Совокупно мне насчитали порядка 100 тысяч рублей. То есть что сюда входит? Около там 20 с копейками тысяч полная очистка кожи, всей и потолка, и этого.
Мое личное мнение, это переоцененная цена, не знаю, 20 с копейками тысяч, это полная полировка всех деревяшек и покрытие передних деревяшек пленкой защитной. Потом около 38 тысяч полировка кузова с керамикой. Я керамику, не знаю, вот сколько не наносил. Оно как бы, да, прикольно работает, но просто у тебя грязь не размазывается по машине, а маленькими капельками как бы сдувается. Но все равно много грязи остается. Мне это, конечно, я не вижу смысла за это 20-25 тысяч платить. Я лучше на эти деньги в течение года чаще помоюсь, честно говоря, помою машину. Ну и сам помоюсь. Поэтому я в этом как-то особо не вижу смысла. Вот пленка, да, она действительно защищает от всего. Она, во-первых, защищает, придает дополнительного блеска. Сейчас еще есть пленки вместе с эффектом самозатягивания. Вот. Все. Ну и ценник, конечно, за пленки сейчас, за вот эти, это, конечно, кошмар. Вот. Ну ладненько, едем. Вчера вечером перед сном я увидел объявление о том, что продается Range Rover 2008 года уже с рестайлинговым салоном за 1 070 000. Особенность его в том, что мотор у него 3.6 дизель. Как раз то, что я ищу сейчас. Как раз мне его не хватает первого рестайлинга для полного, так сказать, набора. Продается за 1 070 000. Цвет белый, отчет. Ну, не сказать, что прям кристальный, но в целом прям очень-очень хороший. То есть там всего юридически что-то 5 владельцев, как пишут, там 4 владельца. По пробегу нет расхождений, ДТП не зафиксировано. Ну, то есть такой приятный очень отчет. Есть гипотетическая вероятность того, что, возможно, пробег плюс-минус оригинальный. Вот. Единственная ложка дегтя в этой бочке меда — это ограничения, которые висят на этой машине. В принципе, там абсолютно плевые ограничения в размере что-то, ну, там под 20 тысяч рублей, исключительно за штрафы, за скорость. Но вопрос, да, почему до этого они все платились, а потом резко перестали? Нет ли каких-то там сторонних долгов, которые могут прилететь? Вот, в общем, на эту тему переживал, но посмотрел по всем открытым источникам, посмотрел на сайте суда, может, какие-то судебные заседания на владельца там и так далее, ничего нету, только вот штрафы касаемо нарушений правил с камер. Вот, так что сейчас договорился быстренько, еду смотреть. Так, ну все, мы уже подъезжаем. Продавец находится в городе Люберцы. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так, ну вот такая машина. Выглядит очень ухоженно.
После осмотра в целом машина меня устроила и по состоянию кузова, и по всему. Я даже смирился уже с этими ограничениями. Думаю, ну, продавец там мне навешал обещаний, что они сами его закроют, что он там уговорит прошлую владелицу закрыть. Ну, все это, конечно, туманно, без гарантий. Я уже смирился с тем, что на 20 тысяч, ладно, сам погашу, как бы машина позволяет. И впереди у нас тестовая поездка. Разгоняемся, все хорошо, первая, вторая, третья передача. И тут я замечаю краем глаза, стрелка тахометра прям что-то прыгает туда-сюда, прям сильно прыгает. Думаю, что-то странное. Смотрю, и действительно, я вспоминаю, как вот когда я аллигатора забирал из Рязанской области, не могла включиться следующая передача, обороты прыгали как будто в нейтралку, и потом подключалась прошлая передача. И тут то же самое происходит с переключением с 4 на 5. Хорошо, что мы разогнались где-то до 70 км в час. Вот на будущее вам машину смотрите, выезжайте даже не просто в городе, да, прокатились, что там первая, вторая, не пинает, все отлично. Я такого просто не видел, чтобы коробка как бы была неисправной, но при этом первая, вторая, третья, четвертая втыкались просто идеально, без каких-либо пинков, толчков, причем на холодную. Выезжайте на трассу, пусть переберут все передачи или в режиме Tiptronic, чтобы было. И вот, соответственно, плюс еще печка у него не работала, оказывается. Это тоже достаточно такая проблематичная ситуация, не дул вентилятор. Это надо всю переднюю приборную панель разбирать. И я что-то так подумал, что вложение еще 150-200, это уже нивелирует эту цену, плюс возможные проблемы с наложением ареста на эту машину, ну, ограничения, то, что висят, думаю, в общем, отказался от покупки, не стал ее покупать. Хотя, конечно, хотелось очень попробовать 3.6 дизель. Вот. Друзья, большое спасибо вам за просмотр и за ваши комментарии, за всем слежу, все читаю. В общем, получилась вот какая-то такая живая серия с хрониками из прошлого, записями из настоящего. Вам хочу пожелать большой удачи и успехов. Счастливо!